Друзья, всем привет! И вот я записываю свое первое видео из новой мастерской. Наконец-то почти уже переехал. Самое главное, заведено электричество, 3 фазы. Сделано освещение, сделан верстачок, полочки некоторые, стеллажик. Все это уже есть, можно начинать работать. Как обычно при переездах приходится разгребать различный хлам. Меня это не обошло стороной. И вот, ковыряясь и сортируя что куда, я наткнулся на сверла. Проверил, многие из них были в хорошем состоянии, а вот некоторые требовали исправления и заточки. И было уже пошел этим делом заниматься, как вспомнил, что я же уже могу снимать это дело в мастерскую и показать, как делаю это я. А заодно проверить один лайфхак из интернета. Давайте посмотрим, что получилось. Для проверки того способа нам понадобится добыть небольшой треугольник из вот такой доски. Горизонтальная сторона будет 80 мм, а вертикальная 50 мм. В этом бруске теперь находим середину и делаем паз, лучше треугольным напильником, но у меня оказался под рукой только круглый. Для теории расскажу, что при заточке сверла стараются выдержать угол между режущими кромками при вершине примерно 116-118 градусов. Соответственно, угол между режущей кромкой и осью сверла по длине будет ровно половиной, это примерно 58 градусов. И это плюс-минус не сильно важно. Вот именно под таким углом, по задумке, встанет сверло в этом шаблоне. Давайте проверим. Использовать для заточки буду вот такой гриндер Аффи, который чуть ли не в первую очередь переехал в мастерскую, потому как я привык на нем все точить, будь то подточить нож для дома или топор для хозяйства. Сейчас вот сверла пойдут в дело. Место он не занимает, легко убирается и достается. Я уже как-то делал обзор на него. Главная особенность, что тут вместо двигателя ставим вашу УШМ. Для меня это плюс, потому что я поставил болгарку с регулировкой оборотов и работаю на нужной скорости. Если что, ссылка на него будет в описании. Кстати, сам зашел на сайт, пока готовил видео, и увидел, что к гриндеру можно прикупить специальный заточник сверл. Интересно бы и его испытать в деле. Обязательно сделаем это, если вам будет интересна эта тема. Итак, попытался заточить сверло с помощью шаблона. И мне, если честно, зашло не особо. Может, в силу привычки заточки другим способом, точно не знаю. Брусок хочется зафиксировать к столику, а иначе сверло сидит в руке как-то неуверенно. Но тут надо понять просто принцип, и все получится. Давайте покажу, каким способом затачиваю обычно я. Для этого нам понадобится гайка с 6 гранями и карандаш. Прикладываем гайку гранью к станку и очерчиваем прямо по столику черту по соседней грани. И продлеваем ее для удобства. Все, шаблон готов. Грань у гайки с 6 гранями как раз 60 градусов. И эта полоса послужит нам ориентиром. И теперь мы сможем сделать нужный нам угол между режущими кромками. Но чтобы сверло начало сверлить, надо соблюсти еще пару условий. Это соблюсти симметричность углов режущих кромок. Далее, чтобы режущие кромки были одинаковой длины и формы. И третье, задать небольшой угол задней поверхности кромки, чтобы сверло как бы вгрызалось в металл. Визуально это выглядит вот так. Для этого при заточке необходимо подложить палец под сверло и, подержав его сначала просто под углом к точильному станку, затем поднимать немного вверх, и тем самым мы зададим нужный угол. Немного потренировавшись, точно должно получиться. Главное, как я говорил, соблюдать условия, и, зная их, можно точить сверла, не имея никаких станков, просто болгаркой на коленке. Что и происходит довольно часто в работе у мастеров, которые постоянно этим занимаются. Так что, друзья, попытался рассказать для вас информацию, как делаю я, и заодно проверил лайфхак из интернета, который мне лично не очень зашел. Так что, если видео оказалось полезным, ставьте лайки и пишите в комментариях, как делаете это вы. Подписывайтесь на канал и телеграм-канал, там тоже бывает много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!